Килямайт, а кенгурение продолжается. И продолжается оно уже более чем полгода в Австралии, и наконец-то наступила весна. Весна такой период весьма позитивный почему-то для меня. И вот чувствую, если я сегодня не поделюсь с этим позитивом и радостью, меня просто порвет от переполнения. Вот. Чем хороша весна в Австралии, на мой взгляд, человека, первую весну переживающего здесь? Во-первых, красота. Огромные цветущие джакаранды, фиолетовые, все снизу усыпано фиолетовыми лепестками, прям красота неимоверная. Вот. Помимо этого, здесь также начались дожди, и, соответственно, наконец-то трава стала зеленой, а деревья из оливковых превратились в зеленые, опять же, появилась зелень. Я уже начал как-то даже проникся идеей того, что дождь — это круто, а не проблема, как это вот когда в России сидишь, осень. У вас там, конечно, сейчас осень, вам это не совсем понятно будет, но здесь дождь начинаешь ценить по-другому, потому что дождь — это что-то зеленое, дождь — это жизнь, и дождь — это приятно. Покапал и прошел. Вот, солнце снова светит. Вообще говоря, джакаранд в Брисбене очень много. И хотя растение было завезено из Африки, и даже в музее Брисбена есть срез первого джакарандового дерева, которое сюда было привезено, тем не менее они довольно неплохо прижились и местами даже немножко угрожают местной живности, потому что вытесняют нативную растительность. Как видите, цветущих растений в принципе в городе полно, но вот почему-то именно джакарандовые деревья, они запоминаются, и их видно отовсюду. Может быть, потому что само дерево может вырасти до 12 метров в высоту и имеет форму кроны как зонтик, фактически все цветы будут наверху. Эдакая гигантская российская сирень. Их по городу очень много, запаха особого я от них не замечал, но вот как-то цветущие джакаранды, они прибавляют такого позитивного настроения, создают ощущение некоторого праздника, может быть, немножко напоминает конец школьного учебного года в России, когда начинает цвести сирень, и от этого сразу мысли летние становятся и всячески замечательные и позитивные. Но не знаю, мне джакаранда как дерево очень нравится, и вот даже возникают мысли, а не посадить ли мне такое свое дерево в будущем рядом со своим домом. Но не джакаранда единый примечательна весна в Брисбене. Весной начинаются дожди. Как я понял из Википедии, да и по рассказам местных, зима – это такой период, когда светит солнце и довольно сухо. Дождей нету. Из-за этого листья на деревьях из зеленых становятся оливковыми, трава становится желтой, и получается, что как бы снега нету, а все равно грустно и как-то однотонно здесь зимой становится. Но приходит весна, с весной приходят дожди, и наконец-то начинается позеленение на траве, когда проходит дождь, буквально на следующий день ты замечаешь, что трава стала зеленой. А стоит дождику пройти несколько дней подряд, как ты буквально через неделю замечаешь, что листва на деревьях стала зеленой, появились новые листики, и в целом как-то чувствуется некое наступление весны. И вот это вот ощущение того, что дождь перестал быть чем-то противным и неприятным, оно прямо удивляет. Потому что в России солнца мало, дождей много.
И получается, что дождики ты как-то особо не любишь, в отличие от солнца. В Австралии же есть твое любимое солнце, и которого много, а дожди практически не идут. А они, если пополивают, то буквально 15-20 минут, потом выходит солнце, и жизнь опять прекрасна и замечательна. Так что дождики здесь тоже становятся позитивной вещью. А еще весной в Брисбене проходит фестиваль. Последний день фестиваля знаменуется фейерверками, специальным событием, которое называется River Fire. Для местных это очень большое событие, проходит оно уже 20 лет подряд, и в этом году по этому случаю звучала на нем вся музыка, которая была за 20 лет на Брисбенском фестивале, и фейерверки шли не прекращаясь целых 20 минут. Поскольку фейерверки запускаются с барж, речка перегорожена. Также фейерверки запускаются с некоторых небоскребов, и перед фейерверками идет авиашоу. К сожалению, на вертолеты я не успел попасть, слишком поздно мы туда пришли, зато успели посмотреть на EA-18G Growler, летающих на форсаже. Скажем так, Макса впечатление это было мне знакомым, но с другой стороны все равно, вот сколько не смотришь на эти истребители, летающие со включенным форсажем, прям мурашки по коже. Также были там и большие транспортники, это, по-моему, C-17 Globemaster. Появление в ночном небе двух истребителей, летящих на форсаже, дает старт фейерверкам и тому неописуемому восторгу, который вы будете испытывать на протяжении 20 минут, наблюдая за этим танцем огня и красок.
А это хвостатое животное, карабкающееся по проводам, это товарищи посом. То самое животное, которое будет топотать по ночам по вашей крыше и при этом с умильным видом трескать виноград.